Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике. Подписывайтесь. В этом видео тестируем новинку Dreamy R10S Pro. Беспроводной вертикальный пылесос для сухой уборки пола и ковров, а также точечной уборки. Он уже продается и стоит относительно недорого. Выясним, на что он способен, как убирает, какие технологии, насколько с ним удобно. Смотрите видео до конца, и ваше мнение об этом пылесосе ждем в комментариях. Пылесос такого глубокого черного цвета со сдержанным вкраплением золотого. Ну, золото в меру. И поэтому, благодаря такому правильному балансу цветовому, он выглядит довольно дорого. Дороже, пожалуй, своей цены. Ну и универсально все. Впишется в разные интерьеры. Пластик, кстати, хороший. Выглядит и ощущается, почти премиально. Убираем разный мусор, в том числе волосы, шерсть с разных поверхностей. И вот это важно, тут по сути две основных насадки. Одна универсальная, она и на коврах нормально работает и собирает мусор с твердого пола. Можно открыть заслонку внизу, будет проем и даже крупный мусор засосет. Вращающийся валик тут своеобразной такой структурой. Это вроде бы должно противодействовать наматыванию шерсти и волос, так производитель преподносит. А производители нам же только добра желают, вы же знаете. Объясняю и показываю, как будет на самом деле. Шерсть не длинная, короткие волосы, какие-то обрывки ниток — это окей. Технология позволяет избегать наматывания, и мусор этот спокойно уйдет в пылесос. А вот длинные волосы, увы, намотаются. Но не расстраивайтесь. Во-первых, не для всех эта длинноволосость актуальна, а во-вторых, круто, что тут максимально легко все вынуть и очистить. Основная насадка, в этом плане она очень удобная, разобрать, почистить, собрать. Я бы на месте Dreamy на этом тоже сделал акцент. Просто бывают пылесосы, у которых это все не так удобно и не так просто. Универсальная насадка, окей, это здорово. Но у меня дома ковров не очень много, больше для съемок он один лежит. И мне гораздо больше нравится, гораздо спокойнее убирать тот же ламинат мягким валиком. И для паркета он лучше, и для других покрытий пола, с которыми лучше бы бережно обращаться. Заодно и с плиткой он, конечно, отлично справляется со сбором мусора с нее. И да, такой валик есть в комплекте Dreamy R10S Pro, и это прямо сильно прибавляет ему очков. Помним же, что сам пылесос в доступном ценовом сегменте. Валики такие для аккуратной уборки твердого пола — это, реально must-have. Важный момент – уборка вдоль стен и плинтусов. Здесь есть небольшой зазор 7 мм по правой стороне насадки валика. И мы проверили, в целом валику удается собрать мусор у стены за один проход, так что все окей, лишних усилий и заморачиваний тут нет. Валик, вы заметили, думаю, со светодиодной подсветкой. Она тут правильная, бирюзовая, типа имитация лазера. И в этом свете, под этим углом, пыль на полу как раз видно реально очень хорошо. То есть эффективность уборки в итоге выше, меньше сил тратится, потому что лучше видно, где и что надо убирать. Кстати, белая обычная подсветка не дает такого эффекта, просто немного подсвечивает пол. Высокая мощность всасывания, аж 150 аэроватт. Это вполне окей для нашей с вами реальной жизни, для наших квартир, где твердый пол и ковры есть, и кошка любимая шерстяная, и ребенок нет-нет, да рассыпет чего-нибудь. Да мало ли что еще. Такого всасывания с головой на все это хватит. Честно, я даже не знаю, зачем производители более мощные пылесосы делают. Такие беспроводные, я имею в виду. 120-150 аэроватт — этого вполне достаточно для разных задач уборки. Здесь 150 аэроватт обеспечивает современные мощные бесщеточные моторы, поэтому можно легко сделать в пылесосе эффективную систему фильтрации воздуха. Сначала сам большой циклон в пылесборнике, это первая ступень очистки, крупный мусор отсеивается. Дальше металлический фильтр для мусора поменьше, потом циклонные камеры. Поток воздуха разделяется, увеличивается его скорость и происходит отсев мелкой пыли. Плюс предмоторный фильтр, плюс фильтр из нетканного волокна. И это все, кроме мотора, конечно, можно мыть. И обратите внимание, как легко все разбирается и собирается.
Еще тест. Вот у нас пылесборник с мусором, вот лазерный анализатор мельчайшей пыли в воздухе, частицы слева на дисплее самые мелкие и опасные для организма. Видим, что на выходе из пылесоса воздух реально очень чистый. Зачет. Мусор можно теперь удалить, и это легко сделать, как видите. Опять же, тут классическая схема. Дно контейнера открывается, мусор вываливается. Управление. Я, честно говоря, когда взял в руки его первый раз, прямо испугался. Серьезно? Курок? Жмешь, работает, отпускаешь, нет. Это же неудобно, особенно если делаешь уборку пары-тройки комнат, а не быстренько вот где-то мусор собрал. Но нет, тут это прокачали, есть и кнопка фиксирующая, ее жмешь и дальше, даже если курок отпускаешь, пылесос работает. Держишь вот так за ручку и пылесосишь. Честно, моей руке немного тесновато. Сверху здесь ограничитель твердый, и так он немного чувствуется. Или его как-то помягче надо сделать, или чуть больше тут пространства оставить. Но вот это мои ощущения. Жмешь еще раз, курок, пылесос выключается. Проработать он, кстати, может долго, до 90 минут. Ну да, это на минимальной мощности и без моторизованных насадок. На дисплее все по классике, уровни мощности, их 3. Огонек блокировки курка и вспомогательная информация про засоры вот в моменте. Кстати, на минимальной мощности, мне кажется, он даже ребенка не разбудит. Реально тихо работает. Ну вот слушайте. С основными насадками, конечно, шума больше. Кроме двух моторизованных, в комплекте еще щелевая, универсальная 2 в 1. И для мягкой мебели мы ей шерсть с дивана убирали, причем шерсть втерли в диван. Все работает, пылесос справился. Трясу его еще в финале. Бывает так, отличный пылесос, а как начнет мусор выпадать из него после уборки. Тут без этих детских болезней. Кстати, по весу вообще, вот именно если пылесосить пол, вполне норм, без ощущения перегруженности руки и того, что пылесос тяжелый. Есть у Dreamy и потяжелее пылесосы. Этот норм. А вот когда только сам модуль с мотором в руке для точечной уборки, тут потяжелее. Но надо понимать, что такая уборка на руках, она обычно все же недолгая. Крошки там собрали или шерсть с дивана, терпимо все. Я довольно подробно всегда в видео рассказываю о технике. Все минусы и плюсы Dreamy R10 Pro я обозначил. Есть навигация по сюжету. Знаете, за 21 тысячу, это, напомню, на момент съемки цена, актуальная на день просмотра вами видео по ссылке в описании. Так вот, за 21 тысячу это хороший пылесос. Да, тостер рекомендует. Тут есть многозадачность. Сухая уборка и ковров, и твердых покрытий эффективная. Есть под это свои насадки, плюс точечная. С учетом этого, с учетом емкого аккумулятора, реально хороший вариант хоть в квартиру-студию, хоть в трехкомнатную с детьми и собакой. Он простой в использовании и обслуживании, технологичный, современный мотор, съемный аккумулятор, эффективная фильтрация воздуха. С самой уборкой тоже все окей, вы все видели сами. Достаточно легкий именно вот когда пол пылесосишь, так что норм. Что еще надо за эти деньги? А собственно пишите в комментариях, как он вам и что вам еще надо за эти деньги. Почитаем с интересом. Если нужна сухая и влажная уборка, то есть в этом семействе Dreamy R10S Aqua, который чуть дороже. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсацию, рассказываем, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на нас, YouTube, ВК-видео, Рутюб, Дзен, Телеграм, Одноклассники. Есть сайт Toster.ru, везде много интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!